Приветствую вас на занятии по Арья Нагарджуне. И мы начинаем или заканчиваем разбор 21 главы. Мы говорили о бутылке, и мы говорили о том, может ли вхождение в существование и выход из существования существовать в одной и той же бутылке. Может ли одна и та же бутылка обладать этими двумя качествами в одно и то же время? Могут ли эти два качества жить в одной бутылке? Являются ли они, как это сказать, совместимыми в одной и той же квартире под названием бутылка? Что? Вхождение в существование и выход из существования. Совместимы ли они в одной квартире, в одной бутылке? И мы обсуждали это. И теперь Нагарджуна, Арья Нагарджуна. Кстати, давайте поговорим об имени Нагарджуна. По традиции не принято говорить Нагарджуна. Традиционно его всегда называют Арья Нагарджуна. Это просто... Например, вы бы не обращались к президенту США «Эй, ты!» или подобным образом. Или к вашей маме. Вы бы не стали обращаться к ней «Эй, ты!» Вы обычно не обращаетесь к ней по имени. Привет, Лиза. Так что он единственный Ария за 500 лет. Давайте отдадим ему должное. Итак, Ария Нагарджуна. Он собирается бросить бомбу, что очень необычно для него. Он собирается бросить бомбу во все это обсуждение. И вот она, глава 21, стих 6. Он говорит, вы хотите обсудить, есть ли вхождение в существование и выход из существования в одной и той же бутылке? Вы хотите обсудить, могут ли эти два качества жить, обитать в той же бутылке в одно и то же время? Вы об этом хотите поговорить? Мы отвечаем, да, мы хотим знать. И он говорит, позвольте мне кое-что вам сказать. Он всегда так делает. Он говорит, позвольте мне сказать вам кое-что. Ну, как житель Нью-Йорка. Я вам тут сейчас кое-что скажу о вашем кофе. Он говорит, вы хотите, чтобы я сказал вам, могут ли вхождение в существование и выход из существования существовать в одной бутылке? Или вы хотите, чтобы я сказал вам, что они не могут? Я отвечу вам так. Никакие две вещи во Вселенной не могут быть в одном и том же месте и не могут не быть в одном и том же месте. Это мой ответ. Подождите. Мы просто хотим знать, может ли эта бутылка войти в существование и выйти из существования, если и то, и другое может находиться в бутылке в то же самое время, или они могут быть в бутылке в одно и то же время. И он сказал, послушайте, позвольте я скажу вам кое-что. Никакие две вещи не могут быть вместе в вашей квартире в одно и то же время. И никакие две вещи не могут не быть вместе в вашей квартире в одно и то же время. Так что помолчите. Это его фишка. Оба варианта неверны. Не предлагайте мне эти варианты. Могут ли ваши кроссовки и спортивные штаны находиться в одной и той же комнате в одно и то же время? Плохой вопрос. Или вы имеете в виду, что они не в одной комнате в одно и то же время? Это плохой вопрос. Почему? Потому что если вы думаете, что пара кроссовок– это два отдельных кроссовка, если вы видите их таким образом, это происходит из вас, а не из кроссовок. Если вы их воспринимаете как пару кроссовок, как одну пару кроссовок, это тоже происходит из вас. Они являются и парой кроссовок, и двумя отдельными кроссовками. Но они также не являются кроссовками, они также... Он говорит, плохой вопрос. Почему? Когда вы спрашиваете меня, вместе ли они в комнате, и когда вы спрашиваете, они не вместе в комнате, вы думаете, что оба случая происходят со своей стороны. Но это неправильное мышление. Они не происходят. Они не происходят таким образом. Оба варианта неверны. Потому что они оба предполагают, что кроссовки происходят со своей собственной стороны. Вот и все. Вы видите их как одну пару кроссовок? Да. Или как два отдельных кроссовка? Да. Является ли одна из этих возможностей более предпочтительной со стороны кроссовок? Нет. Они вам не говорили, как думать о кроссовках. Вы сами решаете, как думать о кроссовках.
И к этому вас принуждают семена в вашем уме. Вы вынуждены воспринимать их как пару кроссовок. Или вы вынуждены воспринимать их как два отдельных кроссовка, потому что они не являются двумя отдельными кроссовками со своей собственной стороны и не являются парой кроссовок со своей собственной стороны. Ни то и ни другое. И вот этот стих именно об этом. Либо вещи существуют в одном и том же месте, в одно и то же время вместе, либо они не существуют в одном и том же месте, в одно и то же время вместе. Ни один из вариантов. Как они вообще могут существовать таким образом? У меня есть предложение. Учитывая, сколько у нас осталось занятий, а это по сути 2 занятия, я чувствую, что происходит на этих занятиях. Я чувствую, как будто у нас сначала были отдельные занятия, потом мы погрузились в эту тему, и мне это понравилось. Я почувствовала, что мы копнули глубже, а потом начали погружаться еще глубже. И в этом весь смысл изучения Нагарджуны – идти глубже. Но мне кажется, что слабое место в том, что мы не видим всей последовательности. Мы взяли классную идею номер 1 здесь, классную идею номер 2 там, классную идею номер 3 там. Мы погружались все глубже и глубже, но мы не соединили идеи вместе. Какая между ними связь? Есть ли в книге последовательность? И это то, что вам предстоит выяснить. Но я думаю, будет полезно, прежде чем мы закончим этот курс, 4-й курс по Нагарджуне, я думаю, что будет и 6-й, и, возможно, даже 7-й. Почему бы нам не увидеть полную картину? И на это уйдет больше одного занятия. Предлагаю начать сейчас. Обсуждая последовательность, мы будем глубже погружаться в эту 21 главу. Так что в любом случае мы доберемся до этой главы, обсуждая последовательность. Если мы решим завершить эту главу сейчас, то мы никогда не доберемся до обсуждения последовательности. И тогда я чувствую, что вы не поймете это так хорошо, как следовало бы. Лично я хотел бы обсудить последовательность. Когда мы дойдем до 21 главы, при обсуждении последовательности мы сбавим темп. Итак, поехали. Тим, приготовь компьютер. Найди 15 занятие. Там в скобках должно быть. Нашел? Тогда начнем. Мы вернемся ко всем пройденным занятиям. Я просто пройдусь по ним и напомню вам, о чем мы говорили. Но что еще я сделаю? Я попытаюсь дать вам представление о развитии идеи, о том, как идеи перетекают из одной в другую в голове, в этой части книги. У нас были отдельные классные занятия по разным идеям, но мы не видели, как они перетекают из одной в другую. Вот над этим мы и поработаем. Ура, отлично! Сколько энтузиазма! Шучу. Хорошо, начнем. Итак, первая картинка. Нам она понадобится. Почему я показываю эту картинку? Кто-то может сказать? Название этой книги? Да, название книги, и это корабль. Корабль, чтобы пересечь океан пустоты. Пустоты, да, корабль, чтобы пересечь океан пустоты. Хорошо. На какую книгу здесь ссылка? Вообще-то на 3 книги. Чё не лама ссылаться на Цункапу? Да, Цункапа назвал свою книгу, его комментарий называется «Рикпегьяцо. Море логики». Какая логика? Логика пустоты. Поэтому каждый раз, когда вы видите, что с этими темами используется логика, это означает пустоту, это означает доказательство пустоты. Цункапа написал книгу под названием «Океан доказательств пустоты». Что еще? Мы Чандракирти. Чандракирти написал книгу под названием «Вступление на Срединный путь». И слово, используемое для вступления на санскрите, это Мадьямака Аватара. Оно также означает «пересечь океан». Так что все они ссылаются друг на друга. Цункапа написал книгу об океане логики, чтобы пересечь море. А где логика? Это игра слов, логика. Пустота логики. Собрание сочинений Цункапы, простите, Нагарджуны, называется
Дикпец Хоктрук. 6 книг по логике. И это не книги по логике, это аргументы в поддержку пустоты. Так что все они связаны друг с другом. Чандракерти, Цунгкапа, Чоня Лама и Чандракерти. Они все связаны друг с другом просто по названию. Это классное название. И я осмелюсь сказать, что это была любимая тема этих авторов. Что умные ученики хотят больше информации о пустоте. И мы все слышали, как люди говорят: «О, вы, ребята, слишком умные, или вы слишком много говорите, или вы слишком много переводите, или у вас слишком много книг». А это позиция тех, кто написал эти книги. Вам нужно больше изучать. А это значит, что вам нужно учиться дальше. Вангнун, Тим, Вангпунумпе, Вангнун. Ученик какой? Способный. Способный. Ученика, который стремится быстрее достичь просветления, привлекает больше доказательств пустоты. Точка. Ученика, который стремится помочь миллиардам людей как можно скорее, очень привлекает больше объяснений пустоты. Таково положение вещей. Так что прыгайте в океан, занимайтесь серфингом. Знаете, я стар, мне 69. Я 50 лет слышал, как люди говорят: почему мы не должны больше учиться? Мы должны просто сидеть и размышлять. Не знаю, но это абсолютно ошибочно. И я не стесняюсь говорить об этом. Это идиотская идея, что не следует изучать больше учения о пустоте. Следует, должны, необходимо. И это именно те люди, которые помогут большему количеству людей, а не те, кто делает что-то другое. Такая позиция этой линии передачи. Это моя позиция, я увидел это. Вторая картинка. Мы начали говорить о порядке глав. И мы остановились на этом. Сколько глав в этой книге? 27 глав. И они короткие. В некоторых из них по 2 стиха или по 3. Их даже нельзя назвать полноценной главой. Но вам могло прийти в голову где-то примерно 2 года назад что-то типа: почему он просто перепрыгивает туда-сюда? У него что, синдром дефицита внимания? У него синдром дефицита внимания пустоты. Он перепрыгивает с темы на тему. Я дам вам первую связь. Затем вы разберетесь с остальными 26. Почему он начал с семян? Почему первая глава была названа «Исследование условий», что означает «кармические семена». Это то, откуда все начинается. Я расскажу вам кое-что о последовательности. Логично, что он начал с кармических семян. Это бесплатная подсказка. И теперь вам нужно разобраться с другими 26 взаимосвязями. Но если вы собираетесь помочь другому человеку, лучше всего начать с ручки и начать говорить о том, как семена создали ручку. И он делает то же самое. Нагарджуна делает то же самое. Вам нужно запомнить первый стих. Я склоняюсь перед высшим из учителей, полностью просветленным, который обучает нас, как достичь того покоя, где наши фантазии о том, как вещи существуют, окончательно прекращаются. Я склоняюсь перед тем, кто научил нас, что вещи происходят в зависимости. Ничто не заканчивается, ничто не начинается, ничто не прекращается, ничто никогда не длится вечно, ничто не приходит, ничто не уходит, нет ни двух различных вещей, нет двух одинаковых. Теперь вы способны оценить вступительные строки. Они супер знамениты. Можно сказать, что в них содержится краткий обзор всей книги. Простите? Да. Я буду говорить только об идеях в этом стихе. Там изложено 8 различных идей. И Чунилама говорит, весь стих о
Я дам вам выбор. О пустоте или о зависимом происхождении? Нет, нужно выбрать. О зависимом происхождении. Да, о зависимом происхождении. Очень интересно. Вступительные строки самой знаменитой книги о пустоте не о пустоте, а не о зависимом происхождении. Но во вступительных строках он отрицает 8 вещей о зависимом происхождении. Да, все происходит из причины. В чем же корень? Что такое танго? У нас это было в тексте Сугена. Какой первый принцип зависимого происхождения? Вы можете научить зависимому происхождению с помощью одного предложения или 12 звеньев. Есть выбор. И сутра, первая сутра о зависимом происхождении, называется «Первый принцип и 12 звеньев». Первый принцип – это если это происходит, то это происходит. Если это начинается, то это начинается. Это первый принцип. Итак, он расскажет нам о 8 идеях, относящихся к первому принципу. Почему мы так одержимы этим принципом? Если это происходит, то это происходит. Почему мы так одержимы семенами? Потому что вы не можете остановить страдания в своей жизни. Борясь со страданием в своей жизни, вам нужно найти то, что его создает. Вы не можете иметь дело с результатами. Вы должны действовать на уровне причин. Хватит вставать на четвереньки и вытирать воду на кухне каждое утро. Ради Бога! Залезьте под раковину, найдите течь, и вы избавите себя от многих проблем. Вы не можете остановить неприятности в своей жизни, пытаясь остановить неприятности в своей жизни. Вы можете остановить неприятности в своей жизни, только прекратив то, откуда они происходят. Если вы никогда этого не поймете, то проведете всю свою жизнь, пытаясь быть счастливее, и просто будете терпеть неудачу снова и снова. Не пытайтесь изменить свою жену или мужа. Исправьте свои семена. Это и есть течь под раковиной. То, как говорит ваш муж, то, как говорит ваша жена, это вода на полу. Но если вы хотите это поменять, тогда поменяйте раковину. Посмотрите под раковину. Посмотрите сюда, потому что эти семена производят то, что они говорят. Важная идея в буддизме – это то, что вы обращаетесь к причинам и не пытаетесь работать против следствий, которые у вас появились. Слишком поздно. Это просто слишком поздно. Говорить своему супругу: «О, пожалуйста, не называй меня так, пожалуйста, не говори мне это». Слишком поздно. Он уже это говорит. Найдите причину. Включите воду. Именно поэтому мы и говорим о пустоте зависимого происхождения. И вот первая идея. То, что может когда-нибудь закончиться, в смысле прекратить свое существование мгновение за мгновением, не является зависимым происхождением. Зависимое происхождение – это не то, что может появляться и исчезать из существования мгновение за мгновением. Разве не так? Так. Но так ли это? Нет. Вторая идея. Зависимое происхождение – это не то, что может когда-либо начаться в том смысле, чтобы начать быть самим собой. Что это значит? Со своей собственной стороны. Третья идея. Зависимое происхождение – это не то, что может когда-либо закончиться в том смысле, что оно могло бы существовать до определенного момента и отключиться. Нет, со своей собственной стороны не может. Но вы это можете отключить. Концовка здесь везде одинаковая. Номер 4. Является ли зависимое происхождение чем-то, что может длиться вечно и никогда не будет разрушено? Нет. Но можете ли вы остановить цикл жизни? Да. Это не то, что мы говорим. Вы должны остановить это здесь. Является ли зависимое происхождение чем-то, что могло бы когда-либо произойти оттуда сюда? Нет. Но оно происходит? Да. Откуда оно происходит? Из меня. Является ли зависимое происхождение чем-то, что могло бы произойти отсюда туда? Нет. Но оно происходит. Да. Почему? Оно происходит из меня. А вот и то, о чем мы говорили. Могут ли две вещи когда-либо быть отличными друг от друга? Например, могут ли они занимать одно и то же пространство и быть разными? Нет. Могут ли две вещи быть одинаковыми и занимать то же самое пространство? И вы говорите: нет. Итак, вся книга начинается с 8 «нет». Это все равно, что разговаривать со своими детьми. Хоакин говорит «нет». Когда он научился говорить «нет», вы помните? Когда он сказал «нет»? 8 месяцев. 8 месяцев.
Вероятно, есть какая-то книга по развитию детей, в которой сказано, на каком месяце ваш ребенок начинает говорить вам «нет». Он сначала сказал «нет» или «да»? «Нет». Сначала он выучил «нет». Я предполагал это. Не, я никогда не был родителем. Я бы хотел отметить перед началом обзора подход Арии в основном отрицательный или положительный? Да, на протяжении всей книги, с первого стиха, он говорит нам, это не то, что вы думаете, не то, что вы думаете, не то, что вы думаете. Что ты хочешь, чтобы я думал? Нет, не то, что вы думаете. Я такой, эй, ты знаешь. Вся книга, ему нужно было назвать ее. Не то, что вы думаете. Потому что он не говорит нам, что он думает. Я так не думаю во всей книге. Ладно. А вот и самое главное. Мороженое. Никогда не забывайте об этом. Никогда не забывайте об этом. Есть части реальности во внешнем мире, как части ручки. Есть колпачок, есть ручка. Но ваш ум соединяет их вместе. Они не связаны друг с другом естественным образом. Ваш ум соединяет вещи в единое целое. Согласно тому, никогда не забывайте об этом. Согласно тому, как вы относитесь к другим людям. Если вы добры к другим людям, то, что ваш ум соединяет в единое целое, будет круто. А если вы не добры к другим людям, то, что ваш ум соединяет в единое целое, будет совсем не круто. И мы сказали, что это вопрос на $100. Нет, на $300. Вопрос на $300. Если кто-то учит пустоте правильно, то в течение... Да, в течение нескольких минут. Да, хорошо, $300, Тима. Ты сам следи за деньгами, ладно? Я могу это сделать. Да, если человек правильно объясняет пустоту, тогда он должен сказать о том, чтобы нужно быть добрым по отношению к другим людям в течение нескольких минут, потому что в этом и заключается суть пустоты. Почему мы говорим о доброте по отношению к другим людям? Мы говорим о шоколадном соусе. Кто сделал шоколадный соус, который поливается на мороженое, соединяет мороженое вместе? Доброта к другим людям– это семена в вашем уме. Если кто-то много говорит о пустоте и не упоминает о семенах, здесь что-то не так. Если они не начинают говорить о сострадании, любви к другим людям, они не понимают пустоту. Вот о чем я говорю. Мы посмотрели на порядок глав. Мы не пытались разобраться в нем. Мы сказали, что это ваша проблема. Вы в своих группах разберетесь с этим. Удачи. Я желаю вам удачи. Если бы у меня было время, я бы сделала это ради удовольствия. Думаю, было бы здорово написать книгу об этом. Думаю, получилась бы хорошая небольшая книжка. Но я знаю, что у меня нет времени. Может быть, кто-то из вас попробует. Но мы сказали, что рассмотрим 6 глав, а мы рассмотрели только 4, даже 3,5. Какие 6 глав? Я назову их вам, но я не буду говорить о связи между ними. Это ваша задача. Глава 18 была, она называется «Исследование». Если вы не помните, просто скажите «Исследование человека и вещи». Что тут имеется в виду под вещью? Части человека. Части человека. Да, точно, всегда. В этом контексте всегда имеется в виду части человека. Как сказать это по-другому? Ахами мама. Я и мое. Да, я и мое. Становится интересно. Я и мое. Особенно мое. Что такое мое? Что я должен защищать? Что я должен пытаться накопить? Мое. В любом случае, прекрасно, что есть глава, названная «Давайте рассмотрим, исследуем парикша. Я и мое». Как я уже упоминал, это самая популярная глава, самая цитируемая глава из всех книг о пустоте. Когда кто-то пишет книгу о пустоте, он цитирует эту главу чаще, чем любую другую книгу. Дальше будет еще одна популярная глава, но это главное. Глава 19. Исследование времени. Времени, верно.
Это было довольно весело. Как она связана с главой обо мне и моем? Разберитесь, прошлое, настоящее, будущее, кто создает прошлое, настоящее, будущее. И эта тема возникла из обсуждения меня и моего. Может, доктор Хассо разберется с этим? Было бы здорово, если бы ты что-нибудь написал. Глава 20. Исследование, как причины и условия сходятся вместе. Тот идеальный момент, когда у вас есть семена, земля, плодородная почва, удобрение, вода, солнечный свет и садовник. Все готово. И в следующий момент, пумс, появляется дерево. То, как это происходит, невероятно. Только представьте. О, я купил семена в магазине. Вероника купила какие-то семена в магазине. Мы только что приобрели бокчой. Одному богу известно почему. Есть семена бокчоя и почва, удобрения и вода. Мы посадим их, как только наступит весна. Потом будем прикладывать усилия. Просто попробуйте почувствовать, что все уже есть, все готово, все идеально. И в следующую миллисекунду появляется росток. Но что же произошло между? Что значит, когда все сходится вместе? В какой момент они все вместе, а потом в один момент, где верхушка ростка? Это странно. Не может быть верхушки ростка. Потому что тогда должна быть передняя верхняя часть верхушки и нижняя часть верхушки. Даже появление верхушки невозможно. Это должно вас обеспокоить, если будете глубоко изучать эту книгу. В главе 21 говорится о вхождении в существование и выходе из существования. Это были 4 главы, которые мы сделали. Давайте повторим. Мы сделали это, исследовали я и мое, потом мы обратились ко времени, потом мы дошли до условия все вместе, и потом мы перешли к возникновению и прекращению существования. Это то, что мы сделали. Мы прошли эти 4. Какие 2 главы мы собирались изучить и сделали? 22 это круто. Кажется, это исследование Буд. Было бы прекрасно исследовать Буд, особенно в контексте пустоты. А 23 глава просто восхитительна. Она называется «Исследование косяков». Разве это не интересно написать главу, которая называется «Исследование того, как вы можете облажаться»? Это немного удручает, но целая глава, целая глава не про ошибки, которые можно совершить, но про процесс создания ошибки. Что еще более увлекательно? Доберемся и туда. Почему Гешела не рассказал об этом на этом занятии, на этой сессии? Может быть, он хотел дать вам шанс убедиться в этом на собственном опыте. Как совершать ошибки? Кстати, всегда есть какое-то подозрение, что учитель, он планирует что-то. Я-то нет, но всегда есть такая вероятность. Есть 5 больших частей в обсуждении пустоты меня и моего. Я просто перечислю эти 5, потому что это довольно забавно. Мы сделали их, но мы не видели последовательности. Если вы намерены поговорить о пустоте меня и моего, то сначала обсудите реальную природу меня и моего. Что, по сути, была дискуссия о том, являюсь ли я или не являюсь своим телом и умом. Итак, когда вы обсуждаете реальную природу меня и моего, тема такова, являюсь ли я моим телом и умом. Или я не являюсь своими телом и умом. Отделен ли я от своих тел и ума? Могло бы мое сознание сойти с ума? Могу ли я заболеть болезнью Альцгеймера, умереть и все равно остаться собой? Являюсь ли я своим телом и умом или не являюсь? Независим ли я? Мог бы я как-то продолжить существовать без своих ума и тела? Мы говорили об этом. Наш 4 пункт. Я не знаю. Я думаю, это отличный образ для тела и ума. Я нашел его на сайте
123rf.com. У них есть отличные. Приятно то, что картинки хорошие, но и названия у них правильные, чтобы вы могли их найти. В любом случае, это тело и ум, которые распадаются на части. Ура! Затем возник вопрос. Если Майкл– это тело и ум Майкла, то Майкл появляется и исчезает из существования миллисекунды за миллисекундой. И Майкл уже не тот Майкл во второй миллисекунде, каким Майкл был Майклом в первой миллисекунде. Может ли Майкл быть менее Майклом и более Майклом в течение дня? Потому что мои тело и ум могут. Они становятся менее телом и умом или более телом и умом в течение дня. Но разве это, если они мои, то разве Майкл становится меньше и больше? Я больше Майкл утром и меньше Майкл днем? Думаю, да. Но в этом и проблема. Если я– это мое тело и ум, если я не являюсь моим телом и умом, тогда вы не можете сказать, что Майкл стареет, или Майкл отправляется в следующую жизнь, или Майкл пришел в эту жизнь. Вы не можете это говорить, потому что если я не связан с вещами, которые показывают время, то как вы можете сказать, что я старею? Если Майкл– это просто идея, то как вы можете сказать, что он идет по жизни? Или он набирает больше лет? Как вы можете так говорить, если я– это мое, простите, если я не являюсь моим телом и умом? Но если я– это мое тело и ум, то я появляюсь и исчезаю из существования каждую миллисекунду. И иногда я меньше Майкл, иногда я больше Майкл. Когда я тренируюсь, я больше Майкл. Когда я ем шоколад, я меньше Майкл. Что-то в этом роде. Это бессмысленно. Оба варианта звучат смешно. В этом и была вся идея. И у меня было фото шагающего ребенка. Я пытался найти пример того, как мы передвигаемся по жизни, но в то же время находимся в замершем состоянии. Он поднял ногу, но она еще не опустилась. Похож на Хоакина. Лучшая фотография Хоакина, когда он благословляет священника во время крещения. Он такой милый, он такой, а священник такой. Это фотография. То есть не было бы никаких указаний на то, что я был где-то, или буду где-то, или что я куда-то иду сейчас. Я был бы как бы оцепеневшим. Если я не связан со своим телом и умом, нельзя сказать, что время применимо к Майклу. Вы не можете сказать, что он стареет или что-то еще. Также, если я не являюсь своим телом и умом, тогда следующая картинка. Я не могу видеть. Если я не являюсь своим телом и умом, тогда две главные вещи, которыми занимается мое тело и ум, я делать не могу. И первая из них, главное, в Абидарме говорится, что 90% ваших физических чувств зрительные. Мы проводим 90% своей жизни, обращая больше внимания на цвета и формы, и меньше на звуки и запахи. Если, конечно, вы не ведете кулинарное шоу. Да я шучу. Так что, если бы я не был своим телом и умом, то раз я не мое тело, я был бы менее материальным. И у меня не было бы такой способности видеть, жить в 90% визуальном мире. И я не мог бы совершать 90% ментальной деятельности, такой как чувства, ощущения, осознанность. Я был бы лишен осознанности и зрения. И это то, что означала эта картинка, если я не являюсь своими телом и умом. Затем, почти как послесловие, у него есть один стих, который мы даже не затронули. Кстати, это все о я. Я дам вам подсказку. Мы просто говорили только о я, о теле и уме. У него есть только один стих о моем. Моем. Он говорит, послушайте, если ты понимаешь я, тогда мое не проблема. Потому что ваша семья, ваш дом, ваши дети, ваша собака, ваша рука– это все то же самое, что тело и ум. Просто это большое я, это больше я. Он не тратит на это много времени. Если вы не являетесь собой, то как, черт возьми, вы можете быть... Если ты не я, то как, черт возьми, ты можешь быть моим? Это простой вопрос. Если ты не я, то как? Ты можешь быть моим. Продолжим.
Он говорит это так. Давайте продолжим. У нас была фотография этой девочки. Я не знаю. Дело в том, что она так привязана к своему кролику. И она думает, это мое, это мое. Я думаю, что иногда мое создает нам больше проблем, чем я. Защита нашего имущества, наших отношений, мужей, жен и так далее. Это требует больше энергии, чем забота о себе. Я использовал это изображение в обзоре, потому что я хотела рассмотреть несколько слов, которые у нас были. Одно из них – это «я», который атман, атман, долгое «а». Не должна быть долгая, но это так. Иногда это происходит в начальном положении. Или «ахам», и затем «мама было мое», «мама было мое». И затем у нас были эти очень важные слова, которые означали «космический корабль» и «межпланетные путешествия вокруг кристального вихря Сидоны» под названием Аханкара. Вы помните это объяснение? Прекрасно. И есть объяснение в некоторых школах йоги, индуистских школах, что Аханкара – это космическое путешествие. Космические путешественники, которые… Это целая история, и все там совершенно неверно. Это просто означает, принимаете ли вы вещи как самосуществующие или нет. Вы воспринимаете это как «я» или «моё». Есть длинная история о космическом корабле и что они делают, тому подобное. Так что можете забыть об этом. В основном эти школы были, по моему мнению, просто искаженным буддизмом. Это как если бы буддизм обучал некто, видевший книгу однажды. Тогда они придумали эти странные истории. Так что не тратьте на это много времени, не тратьте свое время на это. Это мое мнение. Я не говорю, что это зло или что-то в этом роде. Я просто говорю, что вы не будете жить вечно, и у вас нет времени разбираться в космических путешественниках кристаллического вихря. Да, а потом он говорит, ну, а как это применить на практике? И он говорит, да, вы должны изучить эту тенденцию цепляться за «я» и «моё», что вызывает у вас проблемы в вашей жизни. Я спрошу вас, ребята, я дам вам подсказку. Поскольку вы вытерпели в течение нескольких лет книгу Сейджи Арао, особенно Хасу, что он говорит о «я» и «моё»? Он говорит, что есть две версии. Он говорит, что есть две версии. Во-первых, он говорит, что это корень всего зла. Это цепляние за то, что вещи имеют свою собственную природу. Да. И тогда это перетекает в… Позже дело доходит до себялюбия. Хорошо, себялюбие. Итак, себялюбие. Эгоизм. Это не самость, но они взаимосвязаны. Вера в то, что у вас… Вера в то, что вы не происходите от того, как вы относитесь к другим людям, автоматически приведет вас к тому, что вы будете о себе заботиться больше. И то, и другое трагедия. И то, и другое катастрофа. И тогда тенденция сосредотачиваться на идее, что я и мое происходит со своей собственной стороны, это джикта. $100. Это джикта. Мировоззрение разрушения. Мировоззрение разрушения. Почему называется мировоззрением разрушения? Потому что оно вызывает все проблемы. Да, это первое звено колеса жизни. Говорят, что парень с тростью – непонимание. Но это не так. Это конкретно только неправильное понимание меня и моего. Это не в общем неправильное понимание. Это марикпа, это джикта, непонимание природы меня и моего. Майкл и вещи Майкла, и друзья Майкла, и партнер Майкла.
И у нас была фотография этой дамы, непонимание меня. Это девушка, а моего это книга. Потому что моя главная одержимость это книги. Затем здесь была часть под названием Тауатемалпепа. Это классная часть. Эта часть была, мы перешли к той части 18 главы, где он сказал, хватит о теории. Каково практическое применение? Как это связано с течением всей вашей жизни? Как это соотносится с течением всей вашей жизни? Я понимаю, что мышление «я» и «моё» — это корень колеса жизни. Но как оно вращается? Как это заставляет вращаться колесо жизни? 5 шагов. Мы называем их 5 шагами Матреи. Они были на курсах ICI. Нагарджуна упоминает о них здесь, что очень приятно. Кто-то сказал мне, что они слушали учения. Этот человек не понял, чему я учил, когда я учил этому. И отвлекся и начал заниматься чем-то другим в своей жизни. Пошел на учение к высоким ламам. И тогда он был шокирован тем, что высшие ламы учили именно тому, чему учил Исиай. И они были очень рады, что могли понимать, что, черт возьми, происходит. Потому что никто другой в зале этого не понимал. Почему я говорю об этом? В этой линии есть логичность. Есть высокая логичность. Если возьмете уроки у любого учителя, который хорошо обучен в разных частях мира, или у учителей разных национальностей, они будут говорить одно и то же. Потому что Нагарджуна говорит о чем? 5 шагов Майтреи. За 100 лет до того, как об этом сказал Матрея. И это интересно. Кто расскажет мне о 5 шагах Майтреи? Давайте сделаем это вместе. Я на самом деле взял это из курсов ICI. Первый. Мы приходим в эту жизнь с семенами, видеть вещи неправильно. Мы приходим в эту жизнь с этим. Вы всегда можете сказать, это не моя вина, и будете правы. Это Джо виноват. Мы приходим в эту жизнь с тенденцией видеть две вещи неправильно. Я и мое. Прекрасно. Мы приходим в эту жизнь с тенденцией неправильно понимать Майкла и вещи Майкла. Тогда на основании, простите, когда семена раскрываются, я совершенно не понимаю я и мое. Поэтому я вхожу в эту жизнь. Кстати, иногда вы можете преподавать эти 5 как 7. Зависит от того, как вы это делаете. Вы пришли, я так люблю это, потому что это не ваша вина. Вы родились поломанным, так что не волнуйтесь. Вы пришли в эту жизнь с привычкой видеть вещи неправильно. И потом вы начали видеть все вещи неправильно, да. И благодаря этому, это и есть Майтрея. Тогда, когда эти семена раскрылись, вы неправильно поняли две вещи, касающиеся вашей жизни. Что сказал Матрея? То, что вам нравится, то, что вам нравится, и то, что вам не нравится. Так что Майтрея идет этим путем. Он сказал, благодаря семенам непонимания меня и моего, вы начинаете неправильно понимать, почему вы получаете деньги, почему на вас кричит ваш партнер. Вы неправильно понимаете вещи, которые вам нравятся, и вы неправильно понимаете то, что вам не нравится. И кажется, что они происходят вот таким образом. Тогда вы защищаетесь. Вы хотите защитить то, что принадлежит вам. Вы хотите уничтожить то, что вас беспокоит. Вы хотите получить больше того, что вам нравится. И из-за этого вы создаете карму. Вы совершаете карму, да. И затем эта карма сеет семена, которые вы забираете с собой в вашу следующую жизнь. И тогда это становится циклом. Так что можно сказать о 5 шагах, а можно говорить и о 7. Но интересно, что Нагарджуна описал те же самые шаги,
которые еще не были описаны в священных писаниях, потому что так оно и есть. Каждый может понять это. Это называется Маин Пелапчепа. Я думаю, что кто-то должен написать об этом книгу. Это неправильный взгляд на вещи, что приводит к неправильному пониманию или симпатии, или неприязни. Это неправильный взгляд на вещи. Это называется, это не невежество, это провоцирует невежество. Это странно. Это просто неправильный взгляд на вещи. У меня есть идеальная картинка для вас. Та-дам! Вот так, вы знаете. Неправильный взгляд на вещи. В твоей жизни происходит что-то хорошее, а ты смотришь на это неправильно. И думаешь неправильно, откуда это пришло. И тогда вы боретесь за это. Боретесь за своих детей, за свою страну, потому что вы не видите правильно. Извините, что придираюсь к собаке. Но опять же, в этот момент в тексте Нагарджуна, Арья Нагарджуна, напомнил нам, что нужно разобраться с причинами, а не результатами, которые, вот картинка, и это приходит, как я говорю, это происходит в реальной жизни. Из реальной истории. Ночь за ночью я наступала в холодную лужу воды на кухне. Мне было просто лень заглянуть под раковину. День и ночь я говорил. Я не хочу, чтобы Вероника наступила на это. Я остановился на колени, вытирал это и снова ложился спать. И следующей ночью все повторялось. Я говорил, кто-то должен все-таки заглянуть под раковину. Вам знакомо это чувство? Кто-то должен заглянуть под раковину. Это просто лень. Абсолютная лень. Если вы продолжаете лениться в том, чтобы понять, откуда берутся ваши проблемы, они просто будут продолжать возникать. Вы должны найти источник. Как я исправил на самом деле это, Хаса, угадай. Заглянули под, я пригласил Дэниела, чтобы он посмотрел под раковину. Эй, Дэниел, не хотел бы ты зайти на пиццу? Да, можешь заглянуть под раковину? Не знаю, что там происходит. Это все еще лень? Что у нас со временем? Посмотреть, куда нам двигаться далее. Итак, последнее. И мы остановимся на первой половине обзора. Кто-то говорит, смотрите, если у вещей нет собственной природы, почему Будда говорил, что она у них есть? Почему? На начальном этапе его преподавательской деятельности, вы можете думать о преподавательской деятельности Будды примерно как о 3 периодах по 20 лет каждый. Он преподавал, пока ему не стукнуло 81 или около того. Вы можете думать о периодах по 16,5 лет. В первой части его учений, это Абидарма, он просто сказал, вот разные цвета, вот разное восприятие. Он не придавал большого значения, если там зеленый, или же он происходит из меня. Он не говорил об этом. Он описывал так много реальных объектов. Например, 18 дату, 12 аятан, 5 скандх, структуру мира, различные виды кармы. Он не вникал, ли они из вас или из меня. Потом во второй части передачи учения он сказал, ничего не происходит ни из нас, ни из меня. А в третьей части передачи учения он сказал, ну, может быть, некоторые вещи все же происходят. Затем Нагарджуна размышляет про себя. О том, почему Будда. Потому что оппонент нападает на Нагарджуна. Он говорит, Будда никогда ничего не говорил о собственной природе. На протяжении 20 лет. Что, он забыл? Почему вы вдруг говорите об этом? И Нагарджуна говорит, это было. Почему Будда не упоминал об отсутствии собственной природы? Они не были готовы. Они не были готовы. Да, ученики не были готовы. Он должен был подготовить их. Вот и все. Тогда, какая отличная тема вытекает из этого факта? Искусство интерпретации. Да. Транге. Искусство интерпретации. Почему Будда не обращается к некоторым вещам в определенные периоды его жизни? И почему он вообще неправильно высказывается в определенный период его жизни?
Здорово. Какая там более глубокая идея? Если вы видите учителя, который иногда противоречит сам себе, откуда это происходит? Откуда это происходит? Из меня. Да. Я всегда говорю, если вам нравится то, что я преподаю, это происходит из меня. Если вам не нравится то, как я преподаю, это происходит из вас. Если вам нравится, это происходит из меня. Мы продолжим обзор на следующем занятии. Думаю, все идет отлично. Да.